Всем привет! У меня давно было желание повторить конструкцию блока питания ноутбука, так как они зарекомендовали себя с лучшей стороны. И вот этот день настал. Приступаем к разработке такого блока. Так что усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. За свою карьеру электронщика я перебрал кучу блоков питания ноутбуков. Были как отличные схемные решения, так и, откровенно говоря, не очень. И вот однажды я твердо решил, сделаю такой блок с нуля. О том, как я рисовал плату, есть отдельный ролик, в котором рассмотрены основные правила проектирования печатных плат. И как пример разведена плата именно этого блока. Сам блок построен по вот такой довольно распространенной схеме, которая используется во многих промышленных блоках питания. Схемотехника данного блока не отличается от микросхем, у которых в одном корпусе и контроллер, и транзистор, такие как ТНИ или топ-свитч. Однако у моего решения более широкий спектр параметров, которые можно регулировать. А это ток, выходная мощность и частота. Усилителем ошибки в этой схеме выступает TL431 на выходе блока. Но что-то я забежал далеко вперед. Предлагаю рассмотреть схему более детально. Глядя на схему, мы видим обыкновенный обратноходовой блок питания. Принцип работы такого блока я рассматривал в одном из предыдущих роликов. Сейчас затронем те моменты, которые я там упустил. Итак, начнем с микросхем, которые можно сюда устанавливать. Серия UC3840 включает в себя 4 разные микросхемы. В свою очередь они разбиваются на две части, с 50% заполнением и со 100%. У тех, что заполнение 50%, частота на выходе в 2 раза меньше, чем задающая. Это тоже не стоит забывать. Для обратноходов лучше применять именно с 50% заполнением, чтобы обезопасить себя от насыщения сердечника. Значит, нам подходят 44 и 45 микросхемы. Между собой они отличаются только напряжением запуска 9 или 18 вольт. На первый взгляд это самый несущественный момент. Но стоит подумать о том, какое напряжение мы подадим на затвор транзистора. При 18-вольтовой микросхеме нам придется в затвор пихать именно такое напряжение. А вот при 9-вольтовой мы можем спокойно ограничиться 12-13 вольтами. Но это уже так, мелочи. Еще стоит добавить про данные микросхемы, что по даташиту они стабильно работают от 0 градусов. Поэтому для работ в отрицательную температуру желательно использовать серию UC2840. Теперь переходим к остальным частям схемы. Входной фильтр. На нем любят экономить, но делать этого не стоит, так как чем лучше фильтр, тем меньше мы гадим в сеть. В моем случае я применил X-конденсаторы на 0,15 микрофарад и синфазный дроссель на вот таком специальном сердечнике UU10,5 с количеством витков 15 на каждое плечо. Следом идет основная емкость. Ее следует выбирать из расчета 1 микрофарад на 1 Вт выходной мощности. Демпфер мы пока посчитать не можем, к нему вернемся после намотки трансформатора. Во многих блоках питания можно заметить, что устанавливают 2 последователя резистора для самозапита. Это делают из соображений надежности, так как в теории сетевое напряжение может пробить один резистор. Я по старинке поставил один, но вам так делать не советую. Ниже у нас расположен силовой транзистор. Тут можно применить такие транзисторы, как 4N60, 6N60 или даже 10N60. Я поставил последний, так как других в наличии не было. Но чем мощнее транзистор, тем больше будут потери при переключении. Так что всегда выбирайте транзистор с умом. В первом ролике многих насторожил вот этот резистор на 1 кОм, так как в таком включении он по сути не нужен. Но у меня попадались микросхемы, у которых на первом выводе было плавающее напряжение от 4,5 до 4 вольт. И мне показалось, что надежнее будет подтянуть этот вывод к 5 вольтам и не париться. Что касается выбора частотозадающих элементов. Частоту обратноходов обычно берут выше, чем у того же полумоста. Но не стоит забывать про скин-эффект. И чем выше частота, тем тоньшим проводом придется мотать обмотки. Я обычно использую 90-100 кГц, в данном случае 86. Резистор ограничения тока нам любезно посчитает программа старичка при расчете трансформатора. Конденсатор на третью ногу желательно установить, так как выбросы на резисторе довольно внушительные, а кондер сможет их немного смягчить.
На выходе блока у нас все довольно стандартно. Диод, кондер. Потом установлен дополнительный фильтр в роли еще одного дросселя и кондера. Это помогает снизить пульсации на выходе блока. TL431 выступает в роли усилителя ошибки, который управляет оптроном. Оптрон же необходимо запитывать прямо от выходного диода, а уже обратную связь можно брать после дополнительного фильтра. Таким образом мы избежим паразитных колебаний от дросселя. Ток светодиода оптопары выбираем примерно равный 10 мА. Для небольшой подстройки выходного напряжения на плату добавлен подстроечный резистор. На выходе не обошлось без резистора нагрузки, который удерживает блок в рабочем режиме, не позволяя сорваться в релейный. Мощность, которая на нем рассеивается, должна быть примерно равна 1 Вт. Со схемой закончили. Печатку я создавал в отдельном ролике, можете перейти посмотреть. Изготовление же этой печатки я заказал у компании GLC PCB. Это крупнейшая китайская компания по производству печатных плат. Ее услугами я пользуюсь уже довольно давно и постоянно остаюсь доволен конечным продуктом. Поэтому могу смело рекомендовать их вам. Платки, как всегда, отличного качества, а это облегчает процесс сборки и наладки устройства. После запаивания элементов переходим к намотке трансформатора. Про намотку у меня есть отдельный ролик, но стоит затронуть некоторые важные моменты. Итак, первое — это изготовление зазора. В самом начале я делал его тупо из бумаги, но умные люди в комментариях сказали, что это фигня, так как бумага может набрать влагу и изменить свою плотность, а следовательно зазор поплывет. Поэтому в последнее время для зазора используют ту же ленту, которая изолирует обмотки. Но по-хорошему зазор таким образом делать не нужно, так как магнитное поле будет выпирать из трансформатора. Не зря в заводских блоках используют сердечник с пропилом в центральном керне. Его можно сделать самому, с помощью точила, но только в том случае, если вы уже полностью определились с характеристиками трансформатора. Зазор нужно подгонять таким образом, чтобы индуктивность первички совпадала с расчетным значением. Отличение в пару единиц не критично. Главное не превысить максимальное допустимое значение. Как говорилось выше, после намотки трансформатора мы сможем рассчитать демпфер. Но для этого нам нужно знать индуктивность рассеивания. Поэтому коротим все выходные обмотки и измеряем индуктивность первички. Запоминаем этот параметр. Теперь переходим в программу старичка. Первая вкладка с моими расчетами выглядит вот таким образом. Но ее мы рассматривали в предыдущих роликах. Нас больше интересует вкладка клампера. Открываем ее и видим кучу непонятных слов. Давайте разбираться. В первую очередь нас интересуют вот эти параметры. Индуктивность понятно откуда взялась, а вот колебания нужно находить самому. Для этого включаем блок в сеть. Клампера у нас нету, поэтому сильно нагружать его не будем. Максимум 20% от номинала. Становимся земляным щупом на плюс питания. Тут небольшая оговорка. Щуп и осциллограф должны выдерживать напряжение 500 вольт, а также должны быть изолированы от сети. Итак, становимся на плюс питания, а измерительным на сток транзистора. Видим вот такую картину. Нас сейчас интересуют свободные колебания. Воспользуемся курсором и оценим длину одного периода. Как видим, период получился в районе 1,7 микросекунд. Запоминаем. Теперь посмотрим второй период от индуктивности рассеяния. Он находится в начале обратного хода, сразу после выброса. Также с помощью курсора находим интересующее нас значение одного периода. Оно приблизительно равно 152 наносекунды. Переносим эти значения в программу и считаем. Тут видим, что индуктивность рассеяния явно не совпадает с тем, что показал прибор. Не знаю, может я что неправильно делаю, напишите в комментариях. Дальше мы попробуем использовать и то, и другое значение. Теперь определимся с амплитудой выброса. Транзистор у нас на 600 вольт, а максимальное сетевое может достигать 370 вольт. На выброс и отраженное напряжение остается всего 230 вольт. Отраженное составляет примерно 130 вольт, значит выброс не должен превышать 100 вольт. Программа посчитала емкость кондера в 0,8 нанофарад. Установим ближайший на 1 нанофарад и резистор на 100 кил. Посмотрим, как изменилась осциллограмма. Для проверки уже стоит нагрузить блок практически на максимальную мощность.
Смотрим на показания. Выброс составил примерно 130 вольт. Это гораздо больше, чем нужно. Теперь попробуем подставить значение индуктивности рассеяния, которую показал прибор. Как видим, емкость кондера увеличилась в 4 раза. Устанавливаем 2 по 2,2 нанофарада. Резистор в этот раз 20 кил. Смотрим показания. Ну вот, это уже близко к идеалу. Выброс всего 74 вольта. Пойдет. Следующий шаг – определение правильности выбора резистора. Для этого переставляем щуп в эту точку и смотрим. Кондер разряжается до напряжения 120 вольт, что ниже отраженного напряжения. А это лишние затраты на заряд емкости. Значит, нужно немного увеличить сопротивление резистора. Тут нам может помочь вот это поле. В нем необходимо ввести значение напряжения, оставшегося на кондере после выброса. Смотрим, как и в первый раз, осциллографом. Это разница между максимальным разрядом кондера и значением сразу после закрытия диода. С расчетом клампера я прыгнул далеко вперед. Вернемся чуть назад и сделаем то, что нужно было сделать перед первым включением в сеть. Итак, когда блок у нас собран, включать сразу в сеть не рекомендую. В случае перефазировки может получиться бабах. Поэтому воспользуемся двумя блоками питания. Одним подаем напряжение питания микросхемы, а вторым имитируем сеть. Напряжение второго блока должно быть не меньше 50 вольт. От такого напряжения испытуемый блок должен стартануть. А мы в это время проверим правильность фазировки. Если стать на выходной минус, минусом ослика, а на плюс щупом, то должны видеть вот такую картину. Если график перевернут, фазировка неправильная. Это что касалось первого запуска. А дальше у нас остаются только тесты. Первый тест под нагрузкой. Как видим, напряжение стоит на месте, значит обратная связь работает корректно. Второй тест – это тест на КЗ. Коротим выход и смотрим, как отработает токовая защита. Ну и последний тест. Тест на пульсации. Куда без них? Как видим, тут тоже все хорошо. Ну и на этом пора заканчивать ролик. Надеюсь, данная информация вам пригодится. Ну и как всегда, до новых встреч. Пока. If I stay, will you stay? If I go, will you go? If I pay, will you play? Do you know what I know? Do you love? Do you